Говорят, что торговля – это лишь ремесло, требующее таланта. Но правда в том, что торговля – это полноценная сфера искусства. Смотрите. Бартер – это как наскальная живопись. Примитивно, максимально. Но если нет лучшей опции, то все еще работает. Деньги уже как римская культура, прочнейший фундамент, на котором держится вся система. Появление долгосрочных контрактов как готический стиль. Одна удачная сделка, и ты обеспечен работой на 100 лет вперед. Биржи и фондовые рынки – это типичная барокко. Все пышное, сложное, как будто избыточное, но за всем этим скрывается железная финансовая логика. Контейнерные перевозки – это уже Баухаус. Минимализм, стандартизация, гениальность простых решений во имя экономии. Ну а современный масс-маркет как стриминговые сервисы. Чтобы продать что-то ненужное, надо сперва произвести что-то ненужное. И именно по этой формуле глобальная торговля сегодня создает четверть мирового ВВП – 25 триллионов долларов в год. Джон Стюарт Милл еще 200 лет назад предсказывал, что именно торговля спасет мир от войн. В теории логично, очень трудно продавать товары тем, кого ты только что разбомбил. Но на практике все 4 главных скопления торговых маршрутов сегодня либо под обстрелом, либо в спорной юрисдикции. Да, как говорил Штирлиц... А вот это провал. Суэцкий канал под угрозой сомалийских пиратов и йеменских хуситов. Персидский залив вообще единственное, что разделяет лидеров суннитского и шиитского мира в их вечной попытке уничтожить друг друга. Южно-Китайское море – это и вовсе королевская битва из 7 претендующих на него стран, которые насыпают там острова и строят на них военные базы. Панамский канал, казалось бы, и тот зашатался после недавних событий. А ведь мир тратит на логистику более 10 триллионов долларов в год. Ну то есть почти треть цены каждого импортного товара – это исключительно стоимость его доставки. И не мудрено, что оптимизировать и обезопасить торговые пути – одна из старейших идей в истории. Начиная от ветхозаветного пути королей и Великого Шелкового пути до идей фикса о новом маршруте в Индию и заканчивая современными мегапроектами вроде Транссиба. В 21 веке ничего не изменилось. 10 лет назад Китай представил миру глобальную стратегию «Один пояс, один путь», соединяющую инфраструктуры более 150 стран. И, казалось бы, великая инициатива, но США и Индия видят в ней что угодно, кроме торговой выгоды. Для Штатов это очевидный способ Китая расширить свое мировое влияние. Для Индии новый раунд борьбы за статус главного производственного центра Азии. Ведь, несмотря на формальный союз БРИКС, между Китаем и Индией никогда не было настоящей дружбы, а территориальные споры и регулярные пограничные стычки лишь усугубляют это противостояние. В 2017 году Индия укрепила свою позицию, вступив в Квад. Эдакий азиатский аналог НАТО, куда также входят США, Япония и Австралия. Но для полноценной конкуренции Индии нужен был свой глобальный проект. И в сентябре 2023 года был сделан ответный ход. На саммите G20 объявили о создании торгового коридора между Индией и Европой через Ближний Восток. С развитием портов и железных дорог, прокладкой силовых и высокоскоростных кабелей и энергетических трубопроводов. Уже в конце того же месяца премьер-министр Израиля эксцентрично презентовал проект с трибуны ООН. Потому что израильский порт Хайфа, недавно купленный индийским бизнесом, ключевое звено этого маршрута, который позволит обойти Суэцкий канал. Но была одна маленькая проблемка. Арабо-израильский конфликт. Какая уж тут глобальная торговля, если даже локальная пока не работает. Причем не работает настолько, что нефть в Израиль идет не от соседей, а из Азербайджана, Казахстана и России. Знаете, сколько арабских стран признавали государство Израиль всего 5 лет назад? 2. Египет и Иордания. И только с ними у Израиля и были нормальные торговые отношения. Дипломатический прорыв произошел в 2020 году, когда под покровительством Трампа были подписаны Авраамические соглашения. Сначала Израиль признали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, потом Марокко, а в начале 2021 года и Судан. Не то чтобы все внезапно как-то полюбили евреев, просто Трамп сделал всем такое предложение, от которого невозможно было отказаться. Эмиратам и Бахрейну укрепление связи с США и доступ к американскому вооружению. Судану исключение из списка стран-спонсоров терроризма, а Марокко признание их суверенитета в Западной Сахаре. Но если посмотреть на карту Ближнего Востока, становится понятно, что этого недостаточно.
Остается самый главный босс – Саудовская Аравия, оплот суннитского мира, к которому принадлежат и палестинцы. На словах они требовали создать на территории Израиля два государства. Ну, то есть звучит, как будто диалог тут в принципе не может даже начаться. Но, как всегда, все намного интересней. На этой фотографии Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии. Джаред Кушнер, главный советник Трампа и ортодоксальный еврей. И его жена Иванка Трамп, точнее даже Яэль Трамп, как ее зовут после принятия иудаизма. Дружба между арабским принцем и главным доверенным лицом Трампа по сделке века звучит неожиданно, но СМИ пишут об этом именно так. Они много общались даже в период президентства Байдена, так что после объявления о коридоре, где Израиль и Саудовская Аравия играют ключевые роли, все ждали логичного продолжения. Саудиты вот-вот должны присоединиться к Авраамическим соглашениям. Впрочем, и пряник для Саудовской Аравии тоже был особенный. Гарантия безопасности от США и доступ к передовому вооружению, и даже их помощь в развитии гражданской ядерной программы королевства. И если вы вдруг подумали, а не жирно ли им там будет, не переживайте, это все не ради Израиля. Просто еще с 1970-х годов именно саудиты обеспечили статус доллара как мировой резервной валюты, банально согласившись продавать нефть только за зеленое. Но последние 15 лет уже как бы Китай является главным торговым партнером региона. И все это время он намекает, а может, его этот доллар. Ирак вот даже перешел на расчеты в юанях, правда, ненадолго. И чем больше Китай усиливает свое влияние в регионе, тем, конечно же, выше риски, что именно юани все-таки станут новой нормой. В принципе, вся эта китайская инициатива «Один пояс, один путь» — это тоже не про торговлю. 8 триллионов долларов инвестиций, которые по расчетам Всемирного банка снизят логистические издержки, максимум на 2%, звучит так себе. Но да, суть здесь не в экономии. Китай не строит дороги, он помечает территории, и работает это так. Сначала дешевые кредиты, потом строительство китайскими же подрядчиками с использованием китайской IT-инфраструктуры, а если потом страна еще и долги не сможет вернуть, то так еще лучше. И недавно мы получили наглядное подтверждение, насколько серьезный вес Китай уже заработал на Ближнем Востоке. В 2023 году Си Цзиньпин стал ключевым посредником в возобновлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. На секундочку после 7-летней паузы. А уже в августе того же года обе страны объявили о скором вступлении в БРИКС. Напомню, кстати, это произошло меньше, чем за месяц до презентации коридора Индия, Ближний Восток, Европа. Так что, если вам нужен мастер-класс по тому, как одной задницей усидеть на нескольких стульев, вот он, идеальный коуч — Саудовская Аравия. Впрочем, давайте все-таки не о них, а о США. Считается, что одним из обязательных условий сделки как раз и была приверженность Саудовской Аравии к доллару и отказ от китайского оборудования Huawei. В сентябре 2023 года о сделке уже открыто говорит и Биньямин Нетаньяху, и Мохаммед бин Салман. В начале октября происходит вообще небывалое событие. Впервые в истории действующий израильский министр выступает с речью в Рияде. Казалось бы, все, документы уже лежат на столе, фанфары готовы, руки занесены для подписи. Но 7 октября происходит беспрецедентное нападение Хамас на Израиль, за которым следует вынужденный военный ответ Цахал. Попрошу это прокомментировать Дмитрия Константиновича. Совпадение, не думаю. Спасибо. А все потому, что у сделки было еще и потайное дно. Во времена дружбы Израиля с Ираном, а так было до Исламской революции, через страну тянулся трансизраильский трубопровод. Сейчас, кстати, он используется как альтернатива нефтепроводу Сумет вдоль Суэцкого канала. Почему альтернатива? Да потому что крупные танкеры не могут проходить через Суэц, а нефть буквально перекачивается из одного корабля на другой через весь Египет по трубам. А еще, кстати, в Красное море выходит и главный аравийский нефтепровод «Восток-Запад». И если получится объединить их в единую инфраструктуру, это может полностью изменить всю нефтяную логистику в мире. Впрочем, даже это еще не все. Благодаря найденным месторождениям Тамар и Левиафан Израиль становится заметным экспортером газа. Сейчас, правда, поставки идут только в Иорданию и Египет, однако могут быстро вырасти, как только появятся варианты транзита через Аравийский полуостров. Но война с Хамас, конечно же, остановила и эти проекты, и весь коридор. Потому что Саудовская Аравия, как идейный лидер всего арабского мира, не имеет морального права продолжать свое сближение с Израилем.
А без этого как будто бы и все прочие инвестпроекты моментально теряют смысл. И думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Вся эта ситуация оказалась просто потрясающе выгодной для антизападного альянса. Ну или, если хотите, оси зла. Китай, Россия, Иран и их союзники. Смотрите, Китай получает дополнительное время для укрепления позиций в регионе, параллельно ослабляя индийскую экспансию. Иран не дает Саудовской Аравии закрепиться в роли главной силы арабского мира и отвлекает внимание от своей ядерной программы. А Россия тормозит все потенциальные нефтегазовые проекты, которые могли бы закрыть европейский дефицит. Ну а заодно и распыляет внимание и ресурсы Запада по все новым и новым горячим точкам. И, кстати, если уж говорить о странных совпадениях, последний раз, когда в регионе удалось договориться о каком бы то ни было сквозном транзите чего угодно через весь полуостров, то конечной точкой маршрута выступала Сирия. И почему-то все тоже закончилось войной. Вот и думай, то ли место проклятое, то ли кто-то очень могущественный, очень не хочет, чтобы ресурсы Персидского залива как-то быстро и дешево попадали в Европу. Впрочем, давайте пока оставим геополитику, нефть, газ и же с ним, и, во-первых, посмотрим на еще одну карту. Как думаете, что это? Нет, это не маршруты серого танкерного флота России и даже не пути миграции форели, это схема интернет-кабелей. Мировой интернет-трафик, как и торговля, тоже почти полностью зависит от Суэцкого канала. Пока просто запомните этот факт, но чуть позже он обязательно выстрелит как ружье Чехова. А во-вторых, посмотрите еще и вот сюда. И да, проверьте, что лайк стоит, подписка протыкана, а колокольчик нажат. Если нет, срочно исправляем. Но ведь не зря же вы меня слушаете уже больше 10 минут. Тем более, что с возвращением Трампа в овальный кабинет все чаще начинают говорить о возобновлении арабо-израильских переговоров. Так что давайте наконец о главном, почему же нормализация отношений реально может изменить этот мир. Официальный план выглядит довольно просто. Порты Мумбаи и Пирее соединяются морскими путями с Дубаем и Хайфой, а они между собой железной дорогой. Эксперты говорят об экономии в 5-7 дней пути, но есть нюанс. 2 лишних перевалки груза с корабля на поезд и обратно ставят под сомнение экономическую целесообразность маршрута. В чем же тогда революция? Во-первых, даже если просто наконец-то объединить все железные дороги и трубопроводы на Аравийском полуострове, это может значительно снизить мировые цены на энергоресурсы из-за удешевления доставки. А только по озвученным планам регион нацелился нарастить добычу на солидные 200 миллиардов кубометров газа в год. И это вообще даже больше, чем все довоенные поставки России в Европу. На самом-то деле энергоресурсы — это прошлый век и максимум план «Б». Зачем поставлять топливо, которое сожгут, если можно сразу продать электричество? Именно поэтому в проекте и заложена прокладка силовых кабелей между Ближним Востоком и Европой. И она, кстати, идеально сочетается с проектом Евразия Интерконнектор по присоединению Израиля и Кипра к европейской электрической сети через Грецию. Ближневосточными странами уже анонсировано примерно 100 гигаватт новых генерирующих мощностей. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить электричеством страну вроде Италии или Испании. Впрочем, знаете что? Экспорт электричества, может, и не так старо, как нефть, но душком начала века все равно отдает, да? Так что решено было пойти еще дальше. Как там говорится, данные — это новая нефть. О, господи, что это? Неужели карта интернет-кабелей, которую я показывал, таки выстрелила? Да, Египет, в общем-то, давно всех задолбал, что неадекватными тарифами на интернет-трафик, что периодическими перебоями из-за бардака и повреждений на материковой части. В итоге еще в 2021 году были анонсированы 2 новых проекта кабелей TIS от Centurion и Blue Roman от Google. Причем Google так боится общественного порицания за прямой коннект евреев с арабами, что даже разделил свою ветку на 2 отдельных кабеля. И наш индоевропейский коридор также предусматривает прокладку высокоскоростного кабеля. Но есть подозрение, что его настоящая цель куда более масштабная, чем просто стабилизировать интернет-трафик в мире. Согласно стратегии развития Саудовской Аравии Vision 2030, страна хочет стать не просто региональным лидером в области обработки данных, а одним из крупнейших игроков на всем мировом рынке. И с почти неограниченными энергоресурсами, слушайте, а почему бы и нет? По оценкам Nature, к этому 2030 году уже каждый 5-й киловатт электричества на планете будет уходить на дата-центры и сетевую инфраструктуру.
Ну а значит, зачем поставлять энергию, если можно сразу торговать данными? Ну то есть взять под контроль всю цепочку создания стоимости. Самим жечь топливо, превращать его в электричество, питать им сервера и продавать уже готовую обработку данных под ключ. Ну, по крайней мере, там, где счет не идет на микросекунды. Ну, например, вот вроде вашего общения с генеративным искусственным интеллектом. И это намекает, что искусство торговли, кажется, вступает в свой новый виток развития. Да, когда-то мы меняли товары, продавали услуги за деньги, и все это хотя бы можно было ощутить. Но теперь мы все чаще торгуем просто нулями и единицами. Так и в искусстве. Сначала картины писались кистью на холсте, потом мышкой на компьютере, а теперь их генерируют нейросети. Неизменным пока остается только одно – ценность создает спрос, но цену диктует тот, кто контролирует поставки. Так что я ставлю на значительный рост влияния Ближнего Востока на всю мировую политику уже в ближайшем будущем. Что ж, не забывайте поддержать канал как минимум лайками и комментариями, но еще лучше, конечно, финансово. Вовремя присосаться к USAID я не успел, а теперь уже видимых опций таких у меня не будет. Так что вся надежда только на вас. Для этого есть супер спасибо, Boosty и Patreon. А при должном уровне поддержки можно даже повлиять на выбор темы для ролика в будущем. А на сегодня у меня все. Всем пока.